Меняются времена, меняются поколения, и мы, как рекрутеры и руководители отделов, которые проводят собеседования для своих отделов, должны тоже меняться. Сейчас вы знаете, что последние где-то 2 года в трудовой рынок вступило новое поколение, которое называется Gen Z. Оно очень специфическое, оно очень, я бы сказала, немножко даже капризное, оно очень требовательное, оно очень умное и амбициозное. И поэтому, когда мы проводим собеседование с Generation Z и с другими даже поколениями, мы должны быть очень осторожными, чтобы не совершать вот эти ошибки, о которых я как раз сегодня хочу с вами поговорить. Добрый день, друзья! Спасибо, что смотрите мой YouTube-канал. Сегодня с вами я, Лаура Хамидова. И сегодня я хотела бы, чтобы мы вместе с вами поговорили о том, какие же мы совершаем ошибки как рекрутеры, проведя собеседование с нашими потенциальными кандидатами. Итак, прежде всего хочу сказать, когда мы проводим оценку наших кандидатов во время собеседования, нужно обращать внимание на все, то есть на весь опыт, на целостность кандидата, не обращать только внимание на какую-то отдельную деталь. То есть нужно оценивать человека по всем его критериям, но не зацикливаться на какой-то одной критерии и брать оценку именно за одну какую-то вот его деталь, знание, навык, опыт, а оценивать человека в комплексе. Итак, есть ряд ошибок, которые делают рекрутеры во время собеседования. И я хочу здесь оговориться, что иногда мы делаем это просто не зная, не понимая того, что мы совершаем ошибку. Есть одна ошибка, очень распространенная, которая называется стереотипы. Мы совершаем какое-то предвзятое мнение, то есть у нас появляются стереотипы по отношению к тому или иному кандидату. Например, вот очень распространенный стереотип – это гендерный стереотип, что если пришла женщина, которая недавно вернулась с материнского отпуска, значит, она не способна будет работать качественно, она будет часто пропускать работу, она будет неответственно относиться к работе. Но мы с вами, те женщины, у которых есть дети, особенно которые имеют двое детей, 3 детей, маленьких детей, мы с вами понимаем, что это не так. Мы можем делать и работу, и смотреть за детьми, и даже очень ответственно относиться к своей работе. Очень также еще распространенный стереотип по поводу национальности, по поводу цвета кожи. Вот эти стереотипы иногда мы совершаем во время собеседования. Второй стереотип, я бы сказала, первое впечатление. Первое впечатление, которое нам приходит на ум, когда мы только увидели кандидата. И, кстати, это первое впечатление может быть позитивным тоже, и может быть негативным тоже. То есть я увидел или увидела кандидата, и я увидела, что вау, мне очень понравился кандидат на первый взгляд. И уже когда я провожу собеседование, я уже не вижу его другие минусы. Или наоборот, кандидат мне не понравился с первого взгляда, что-то произошло, вот контакт не произошел с первого взгляда. И дальше я свою оценку уже буду делать очень субъективно. Например, у меня однажды был такой случай, и это очень даже реальный случай, который со мной случился. Я пригласила на собеседование одного человека. Это была позиция на маркетинг. Человек пришел в джинсах, в шлепанцах, в футболке. И у меня, я посмотрела и сказала, что вау, он в шлепанцах, он в джинсах, как это так? В тот момент был август месяц, было очень жарко. И он оставался, оказывается, как потом он мне сказал, на даче. И вы знаете, у меня было очень такое первое впечатление, очень негативное. И все собеседование я думала о том, что как он мог прийти на собеседование в джинсах, в шлепанцах. В конце собеседования он мне сказал, что я очень извиняюсь, Лаура, вы знаете, я приехал с дачи, и вы мне просто позвонили, пригласили меня на собеседование. Я просто не хотел терять этот шанс, поэтому я приехал в том, что у меня было, чтобы не опоздать и чтобы не потерять этот шанс. И тогда я поняла, что человек может попасть в разные ситуации. Не надо его судить по первому впечатлению. Еще одна распространенная ошибка, которая называется контраст. Мы иногда попадаем в контраст. Представьте, что вы встретились с 5 кандидатами. Эти 5 кандидатов вам не понравились, они были очень слабые кандидаты. Пришел к вам на собеседование 6-й кандидат, который, скажем так, вам
в контрасте с другими 5 кандидатами понравился, вы сказали, что вот этот ничего, более-менее, мы можем его рассмотреть. Но это не значит, что он подходит под наши должностные обязанности. То есть в чем здесь ошибка? Ошибка здесь в том, что мы сравниваем этого кандидата с предыдущими 5 кандидатами. Но идея такова, что мы не должны его сравнивать с 5 другими кандидатами. Мы прежде всего должны обратить внимание на должностные обязанности и на качество кандидата, а не сравнивать его в контрасте с другими кандидатами. Вот это еще одна из таких распространенных ошибок, которые совершают рекрутеры. Следующая ошибка, я бы ее назвала бы «схожесть со мной». Ты тоже закончил вот этот университет, как хорошо, как прекрасно, вы тоже говорите по-французски, я тоже говорю, мы тоже посещаем один и тот же спортклуб, как это клево, как хорошо. То есть мы почему-то, как рекрутеры, думаем, что если человек, которого мы интервьюируем, увлекается теми самыми же занятиями, окончил тот самый вуз или знает тот самый иностранный язык, значит, он подходит под эту позицию. На самом деле, что здесь происходит? Мы на подсознательном уровне начинаем его принимать как своего. Или ты откуда? Ты тоже из той же самой местности? Мы выросли на одной и той же улице, мы ходили в тот же самый садик. То есть эта ошибка, которая называется «схожесть со мной», она не должна никак влиять на решение того, что мы примем этого кандидата на работу или нет. Следующая ошибка, которую мы совершаем, называется halo или horn ошибка. Halo ошибка, она называется тогда, когда какая-то одна деталь, которая имеется у кандидата, она играет в пользу кандидата, а horn это когда какая-то одна деталь, какой-то один минус, скажем так, негативно отражается на кандидате. То есть halo это плюс, horn это минус. Смотрите, как это происходит. Кандидат очень средний, на самом деле не очень подходит под наши должностные обязанности, но у него есть один такой плюс. Он знает английский язык, шикарно говорит на английском языке, без акцента. Все. Мы здесь слепнем, мы не способны объективно оценивать нашего кандидата, и мы ставим свой штамп, что все, он проходит, он подходит, не проверяя его другие компетенции, его качество, его образование. Мы просто попадаем в этот антураж, что он знает хорошо английский. Также здесь могут быть другие плюсы кандидата. То есть мы здесь где-то забываем, что мы должны оценивать кандидата, как я уже вначале говорила, комплексно, оценивать его все навыки, все его действия, все его способности, не только один какой-то навык. Вторая ошибка, это как раз-таки halo horn, это horn ошибка, когда кандидат, он в принципе является неплохим кандидатом, хорошо разбирается в работе, имеет опыт работы в хороших компаниях, то есть очень даже неплохой, но его один минус перечеркивает все плюсы. И мы говорим, что все, мы его не пропускаем, он нам не подходит. То есть минусы могут быть разные. Тот самый даже языковой барьер. Не знает человек английского. И согласитесь, что не всегда нужен английский язык в работе. Не всегда нужен он. Но мы почему-то это требуем. Мы даже иногда требуем от уборщицы знания английского языка. Почему? Для чего? То есть когда один минус какой-то влияет на все наше решение, это называется horn-эффект. Друзья, и последняя ошибка, о которой я хотела бы сегодня поговорить, это ошибка, когда мы проводим собеседование или оценку наших кандидатов разными методами. Например, пришли ко мне на собеседование 5 человек. С первым человеком я провела тест на логику, со вторым человеком это был IQ-тест, с третьим это было очень структурное, детальное интервью, основанное на компетенциях. С четвертым я поговорила о всех технических навыках, о навыках языка. То есть, когда я провожу собеседование, я как рекрутер должна использовать одну и ту же методологику, приблизительно одни и те же вопросы. Конечно, от каждого человека вопросы, скажем так, сложность вопросов и даже какая-то специфика вопросов, она может отличаться. Но, к примеру, если я не спросила у кандидата А, вы владеете иностранными языками, и потом говорит, что нет, он не владеет иностранными языками, это неправильно. То есть мы, чтобы сделать объективную оценку кандидата, мы должны ко всем кандидатам относиться
одинаково. Мы должны им предоставить одинаковые возможности проявить свои, скажем так, языковые знания, одинаковые возможности проявить какие-то вот презентационные навыки. Там, если я применяю во время оценки, что метод как бы проведения презентации, что вот, пожалуйста, сделайте презентацию на какую-то тему, то это должно распространяться на каждого кандидата. Иначе это будет очень субъективно и будет несправедливо по отношению к кандидатам. Итак, как говорится, предупрежден, значит вооружен. Теперь мы с вами знаем, какие ошибки мы совершаем. И когда мы знаем, что это ошибка, конечно, мы не будем больше их совершать. И я надеюсь, что сегодняшнее видео вам поможет проводить ваше собеседование более качественно, более хорошо и сделать более правильный выбор. Спасибо, что смотрите. До новых встреч!